Этому въехали в бочину, а этот улетел в кювет. Учителей на дорогах никто не любит, особенно дальнобойщики, ведь им приходится терпеть подобное сутками. Сегодня я собрал для вас подборку видео, как обычные водители фур наказывают и дают по заслугам всем этим провокаторам. А в конце ролика вас ждут, пожалуй, самые смешные моменты из всех. Приятного просмотра. Я совершенно не понимаю, чем думают некоторые водители. Ладно бы просто нарушать правила дорожного движения, когда вы никому не мешаете и когда это совершенно безопасно. Но зачем же провоцировать других водителей на столкновение? Даже если кто-то, по вашему мнению, плохо водит, это не значит, что его нужно учить. Ведь очень часто все эти преподаватели сами становятся жертвами, особенно когда они пытаются проучить дальнобойщиков. Тут я бы хотел сделать небольшую ремарку. Смотрите, если обычный легковой автомобиль не может на скорости быстро остановиться, то сделает ли это огромный грузовик с большим грузом на борту еще быстрее? Конечно же нет. Так что я вообще не понимаю, на что рассчитывают все эти учителя, которые красуются перед дальнобоями. Вот, к примеру, видео с очередным идиотом. Он решил проучить водителя грузовика за то, что он, судя по всему, слишком резко перестроился из-за помехи. Это очень не понравилось мужику на черном седане. Правда, он не учел, что грузовик не очень-то быстро тормозит. А еще он не предусмотрел тот факт, что у водителя фуры был видеорегистратор. Из-за этого учитель сам оказался жертвой в этой ситуации, ведь это он создал аварийную ситуацию, и теперь ему придется оплачивать ущерб и себе, и дальнобойщику. Ну, а лично мне очень нравится смотреть на то, как багажник этой легковушки превращается в гармошку. И все было бы хорошо, если бы в подобных происшествиях никто не страдал. К сожалению, от подобных учителей постоянно страдают невинные граждане. Очень часто обычные и мирные водители попадают в аварии, и даже очень и очень страшные, из-за того, что какой-то парень захотел самоутвердиться. А если на его бампере, не дай бог, окажется царапина, то он и в драку полезть может. И яркий тому пример – вот это видео. Правда, тут учитель оказался достаточно обеспеченным и смог приобрести себе дорогостоящий внедорожник. Видимо, из-за наличия гелика в своем гараже он решил, что ему можно вообще все, что угодно на дорогах. Так что он, не глядя по сторонам, перестроился прямо перед фурой и начал оттормаживаться, чтобы не въехать в машину спереди. Естественно, огромный грузовик не успел остановиться и слегка задел Гелендваген. Эго водителя внедорожника было задето. Как это так? В него врезался какой-то там дальнобой, а ведь мог просто пропустить и все. И, выйдя из своей тачки, он пошел разбираться. К сожалению, не очень-то мирным способом. Благо, водитель фуры оказался не лыком шит и смог дать отпор агрессивному мужику. Справедливость восторжествовала. Я, кстати, категорически не приветствую рукоприкладство ни в каком виде, так что тот водитель гелика был полностью неправ, с учетом того, что именно он начал этот конфликт. И ладно бы этот идиот просто получил пару пощечин и ушел восвояси. Но вот есть вот такие ребята, на которых посмотришь и не понимаешь, как им вообще выдали права. В таком случае вспоминается мультик «Мадагаскар», когда пингвины управляли самолетом. Вот тут то же самое, только за рулем обезьяна. Вы только взгляните на эти кадры. Горы, очень красивые виды, на улице моросит, и водитель грузовика выполняет свой заказ. Но тут появляется какой-то клоун, который, судя по всему, переиграл к GTA. На своей легковушке он решает подрезать дальнобойщика прямо рядом с пропастью. Ужасающие кадры. К счастью для этого водителя, на дороге был установлен специальный защитный барьер, который уберег его от падения с огромной высоты. Правда, я до сих пор не могу понять, в чем был смысл его выкрутасов, и для чего вообще было подрезать мирного дальнобойщика. Весь ролик, что он идет, я не заметил ничего, что сделал бы водитель фуры, из-за чего можно было бы так разозлиться. Продолжая свой рассказ про полных идиотах на дорогах, я не мог не показать вам этот ролик. Тут вы можете заметить, как из-за светофора скопилась небольшая пробка. Я бы ее так даже не называл, ведь такое постоянно происходит в городах. И нужно всего-то подождать пару минут, чтобы поехать дальше. Но, видимо, у водителя этого красного автомобиля были другие планы, и он очень сильно куда-то спешил. Когда на светофоре загорается зеленый сигнал, все машины начинают ехать вперед. Однако длительности не хватает, чтобы все водители успели проехать. И тогда красная легковушка решает, что ей нужно перестроиться в левый ряд. Правда, там едет огромная бетономешалка. Но водителя красной машины это нисколько не смутило. Он просто взял и очень резко перестроился прямо перед грузовиком. Правда, он не учел, что бетономешалка просто не успеет остановиться. Кстати, занимательный факт. Если бы этот идиот просто подождал, он бы спокойно проехал дальше. Ведь зеленый сигнал светофора до сих пор горел. Все остальные участники движения спокойно продолжили ехать по своим делам.
А вот водителю красного хэтчбека теперь придется ждать полицейских. Хорошо, хоть цел остался. Вообще у меня часто складывается впечатление, что где-то в мире бесплатно раздают права всем подряд. И при этом неважно, прошел ты медкомиссию или нет. Неважно, какие у тебя умственные навыки, умеешь ли ты водить или знаешь правила. А иначе, как вы мне можете объяснить то, что произошло в следующем видео? Ничего не предвещает беды, обычное дорожное движение. Но тут белый седан решает совершить удивительный по своей тупости маневр. Водитель дергает ручник и очень резко заходит в разворот. Судя по всему, там были молодые ребята, и они просто захотели острых ощущений. Правда, водитель огромного самосвала не оценил дрифтерских навыков этого водителя и просто снес ему всю переднюю часть машины. К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал. Даже такой мощный удар не навредил водителю легковушки. Но мне лично по-человечески жаль черный автомобиль, который ехал за этим дрифтером, ведь после удара белая легковушка отлетела именно в него. А вот на этом ролике вы можете увидеть, пожалуй, самую сочную аварию из всех, что я сегодня включил в свой список. Правда, я не скажу, что тут водитель легковушки пытался обучить дальнобойщика правилам дорожного движения. Скорее наоборот, он сам решил познать, почему не стоит резко перестраиваться через несколько полос. В общем, очередной идиот решил сделать разворот прямо перед огромной фурой. На улице дождь, дорога вся мокрая. Так что остановиться у дальнобойщика не было ни единого шанса. А вот снести всю заднюю часть легковушки легко. И как же сочно прилетает этому недоводителю от грузовика. Его легковушка аж на несколько десятков метров улетает. Остается только надеяться, что в этой машине никто не пострадал, ведь от удара такой силы можно было получить очень серьезные травмы. Ну а дальше я бы хотел вам рассказать о некоторых нюансах, которые вы можете увидеть в других подобных роликах. Наверняка вы замечали, что видео с учителями встречаются буквально по всему миру. И в частности, подобных роликов достаточно много в Америке. Так вот, в этой стране есть довольно большие проблемы с грабежом на дорогах. Бандиты буквально тормозят свою жертву на дороге, а после грабят ее. И часто подобное заканчивается стрельбой и даже смертью водителей. И вот пример подобного ролика. Дальнобойщик едет на пустой дороге. Как тут его обгоняет черная легковушка с тонировкой. Выглядит все как в фильме «Форсаж». Машина начинает резко тормозить, судя по всему, чтобы вынудить остановиться грузовик. Но водитель не лыком шит, и он прекрасно понимает, к чему это может привести. Так что он просто берет и сносит этот седанчик со своего пути, а после продолжает ехать, как ни в чем не бывало. Скорее всего, тормозить он не стал как раз-таки по той причине, что в Америке много грабителей. Они часто промышляют подобным, и дальнобойщики уже привыкли к подобным дорожно-транспортным происшествиям. Так что теперь они не останавливаются даже в случае серьезной аварии, ведь им за это ничего не будет, а в случае, если они окажутся правы, они себе и жизнь сохранят. Но, пожалуй, вернемся к нашим любимым идиотам на дорогах и к их попыткам кого-то научить. На следующем ролике, который я подготовил специально для вас, четко видно, как посреди самой обычной дороги происходит настоящий цирк. Водитель старенького седана решается покрасоваться перед грузовиком. Он всеми силами пытается вывести работягу на эмоции, заставить его затормозить, ну или хотя бы свернуть куда-то в сторону. В общем, создает весьма опасную аварийную ситуацию. Ну а что этот грузовик? Ему в целом все равно на виляние хвостом легковушки перед собой. До того момента, пока та не теряет управление. Вообще, это видео показывает всю суть этих учителей. Пытался наказать обычный грузовик, но сам же попал в ужасную и страшную аварию. Парень буквально на всей скорости улетел в отбойник. К сожалению, грузовику не удалось избежать столкновения с идиотом, и он также получил повреждения. Но он хотя бы отделался яркими эмоциями и благим матом. А вот водитель легковушки, вероятнее всего, отправился в больницу. Знаете ли вы, кого лично я больше всего не люблю? Тех, кто объезжает пробки по обочине. Но ладно бы просто объезжают, они еще и выделываются, если им мешают. А ведь они никак не поймут, что именно из-за тех, кто двигается по обочине, пробка только увеличивается. Но да ладно, не будем сейчас об этом. Лучше давайте посмотрим этот ролик. На нем вы можете видеть, как дальнобойщик, который уже изрядно устал от тех, кто объезжает по обочине, просто взял и заблокировал проезд. Но это не понравилось одному водителю легковушки, и он решил проучить работягу. Этот идиот взял, обогнал его и подрезал. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Дальнобойщик не стал терпеть подобные выходки, а просто взял и въехал легковушке прямо в бочину. Лично я всегда мечтал сделать что-то подобное, но мне всегда было жалко автомобиль.
А вот этому дальнобойщику, видимо, терять уже нечего. И я лично от себя хотел бы выразить ему максимальное уважение за то, что он не стал терпеть. Правда, теперь пробка станет еще больше. Я тут заметил одну интересную вещь. Почему-то в моей подборке не было ни одного ролика из азиатских стран. Так вот, пора бы это исправлять. И поэтому я нашел такое видео, которое с лихвой окупит отсутствие роликов из этих стран. О чем оно? Да все о тех же идиотах на дорогах. В общем, едет себе водитель бетономешалки и никого не трогает. Но тут перед ним парочка водителей не поделили дорогу, и их нисколько не смущало то, что за ними несется огромный и тяжелый грузовик. Видимо, они подумали, что ничего страшного в этом нет, и просто решили постоять. Правда, у законов физики были совершенно другие планы. Во-первых, бетономешалка не очень-то торопилась тормозить, а во-вторых, бетон довольно жидкий. Так что он просто взял и вылился из цистерны прямо на этих двух детлов. Вы бы слышали мой смех, когда я увидел этот ролик впервые. Это же просто нечто. Ни одна химчистка не сможет отмыть машину от подобной грязи. И надеюсь, теперь эти водители легковушек больше не будут устраивать подобное на дорогах. Правда, я бы тут отметил еще один занимательный факт. Дело в том, что, скорее всего, на этой трассе было перекрыто движение на очень длительное время. Ведь ни один водитель не решится проехать по бетону. Резину можно будет сразу выкидывать, как и половину автомобиля. Да и я уверен, что к приезду дорожных служб раствор уже начал застывать. Так что у виновников этого ДТП очень крупные проблемы. Мало того, что им нужно будет покупать новые машины и оплачивать стоимость бетона, так скорее всего за их счет еще и трассу будут ремонтировать. Ну и последний ролик, который я бы хотел вам показать, включает в себя крайне интересный и смешной сюжет, но все, как обычно, начинается с идиота-учителя на дороге. В общем, на трассе образовалась небольшая пробка, и водитель грузовика решил, что он может срезать по обочине. Правда, в один момент на его дороге встал столб. Опускать в обычную полосу его никто не хотел. В итоге этот водитель въехал в столб линии электропередачи. Да, все было настолько тупо. К счастью, другой грузовик, который его не пускал, не пострадал и спокойно поехал по своим делам. Вы думаете, это все? Не тут-то было. Идиот на «Газели» не угомонился и решил и дальше нарушать правила, проехав по обочине. И тут случилось нечто. Все остановились на светофоре, как и сам грузовик, как в кадре появился полицейский. Нужно было только представить лицо этого горе-учителя, который не только срезал дорогу по обочине, но и пытался устроить аварию. В общем, теперь этого идиота ожидает только штраф. Но я лично считаю, что он удостоен намного большего – лишения прав. А как вы думаете, какое наказание нужно ввести для всех этих учителей? Пишите свое мнение в комментариях. В этом видео я собрал для вас подборку недоучителей, которые получили по заслугам. А как вы думаете, откуда берутся подобные водители? Кстати, это были далеко не все ролики, которые я мог бы вам показать, так что если хотите продолжение, пишите. А я лишь еще раз отмечу тот факт, что не стоит пытаться учить дальнобойщиков, ведь все они настоящие профи. А знаете, где еще нужны профессионалы? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.